Здравствуйте, друзья, и все, кто посетил мой канал. Для тех, кто впервые на моем канале, скажу, что меня зовут Ирина, и я уже давно живу в Болгарии. Сегодня я хочу поделиться с вами своими наблюдениями. Я думаю, что эта информация будет полезна для тех, кто собирается купить или арендовать квартиру в Болгарии. Те, кто уже давно ищут себе квартиру, я думаю, заметили, что очень много продается квартир на последних этажах. Почему так происходит? Потому что болгары очень редко покупают квартиры на последних этажах. Зато у меня есть масса знакомых из бывшего СССР, кто купил себе квартиры как раз на последних этажах и теперь не очень довольны этим. Почему же наши люди покупают эти квартиры? Ну, потому что у них ниже цена. И люди думают, ну это же прекрасно, я сумею сэкономить, а то, что последний этаж, ну так, значит, там будет тихо, никто по потолку ходить не будет. И это уже первая ошибка. Но, конечно, не самая страшная. Я пожила в Бургасе на последнем этаже, и хочу сказать, что шум там стоит просто ужасный. Птицы на крыше там шумят так, что ощущение, что спишь в переполненном курятнике. Но, как я и сказала, это, конечно, не самый страшный минус. Хотя первое время я была просто в шоке. Второй минус – это температура. Так как обогревать свое жилье в Болгарии нам нужно всем самостоятельно, электрическими обогревателями или кондиционерами. А электричество в Болгарии на данный момент стоит очень дорого. 22 статинки за киловатт в днем и 12 статинок ночью. Поэтому на обогрев зимой уходит очень много денег. Именно поэтому болгары не покупают жилье на последних этажах. Потому что даже в прошлые годы, когда цена за электричество была намного ниже, некоторые мои знакомые, проживающие на последних этажах, платили зимой больше 400 лев в месяц. У нас такой суммы прошлую зиму не выходило только потому, что мы уже привыкли жить где-то при 16 градусах. Но когда я в прошлую зиму заболела и лежала с высокой температурой, как раз в этот день выключили электричество. И я ужасно испугалась, потому что с высокой температурой, без обогрева и даже чай себе не подогреть, это, конечно, ужасно. У меня была мысль, что я так там и замерзну. Но, на мое счастье, электричество включили быстро, и все обошлось. А летом на верхних этажах приходится включать кондиционеры, потому что крыша сильно нагревается, и там очень жарко. Без кондиционеров практически невозможно. А это тоже лишние деньги. Но, опять же, хочу сказать, что это не самый страшный минус, на мой взгляд.
А самый страшный минус – это ремонт крыш. Все мы, кто жил в СССР, привыкли, что о крыше своего дома, ну, в многоэтажках, мы никогда не задумывались. Потому что если там что-то случится, мы даже об этом и не узнаем. Работники ЖЭКа все сделают. А в Болгарии все совсем по-другому. Если здесь крыша вашей многоэтажки вдруг потекла, то это будет и ваша проблема тоже. А тем более, если вы живете на последнем этаже. И эта проблема будет огромной. Если вы живете в доме, в каком-то комплексе с таксой поддержки и есть домоуправитель, то этот домоуправитель, скорее всего, соберет деньги со всех жильцов, хотя это далеко не всегда получается, потому что кого-то просто нет в стране и так далее. Вот. Но лучший вариант это вот как раз если, значит, соберут со всех деньги и быстро эту крышу отремонтируют. И вас не будет заливать годами. Но зная, как в Болгарии все делается медленно, я бы особо на это не рассчитывала. А сейчас я расскажу вам, какие бывают проблемы с крышами у людей. Эти случаи я слышала от болгар. Значит, первый случай – это наши знакомые, которые снимают квартиру на верхнем этаже в центре Бургаса. И у них в одной комнате протекает потолок. И уже даже заплесневела стена. Я спросила у них, а арендодатель знает об этом? Они ответили, да, конечно, знает, но он сказал, что ремонтировать крышу это очень дорого, и пока течет не сильно, ничего страшного. Он ремонтировать не будет. Вот так они и живут с плесенью в квартире. Ну что делать? Тут, вероятно, цена имеет значение, цена аренды. Вот. Второй случай я слышала уже давно, тоже от болгарского собственника жилья. Он рассказывал, что у них потекла крыша, и дом – это большая многоэтажка, людей живет много, и они стали пытаться собирать со всех жильцов деньги. Но большинство давать деньги не хотели. Те, которые живут на нижних этажах, особенно пенсионеры, давать деньги либо не хотели совсем, либо давали очень маленькую сумму. А денег на ремонт крыши надо было много. И это длилось много месяцев. В итоге я не знаю, чем это кончилось. Наверное, все-таки отремонтировали. Может быть, сами вложили большую сумму. Не знаю. Но это была у этих людей очень большая проблема. Еще один случай мне рассказала моя знакомая болгарка. У нее квартира не на последнем этаже, но верхние этажи в этом доме немножко уменьшаются, так скошены. И, в общем, над ее комнатой у верхних соседей находился балкон. Балкон был без крыши, и каждый дождь этот балкон протекал прямо в комнату моей знакомой. Это продолжалось не один год.
потому что наверху жила пожилая женщина, денег у нее особо не было, и делать она что-либо не собиралась. В итоге моя знакомая решила, что надо заняться ремонтом соседского балкона им самим. То есть нанять строителей и самим заплатить за это. Потому что иначе они жили в потеках тоже и в плесени. Вот. Она работников нашла, они даже зашли, посмотрели, что там нужно делать, и договорились на определенный день, что начнут работу. Но тогда, когда они пришли работать, соседка, где, собственно, было протекание, их к себе в квартиру не пустила. Она вообще просто не открыла дверь. Именно в тот день мне и рассказывала об этом моя знакомая. Она буквально плакала, потому что она не знала, что делать и как решить этот вопрос. Ну, в итоге, через несколько месяцев все-таки как-то там они решили этот вопрос, балкон отремонтировали, но это заняло очень много сил, нервов и денег. К тому же ремонт крыш – это, пожалуй, самый дорогой ремонт, при том, что он далеко не самый сложный. Но именно ремонтом крыш тут очень любят заниматься строители. Во-первых, потому что цена этого ремонта очень высокая, и с каждым годом она становится все выше и выше. Я точно не могу вам сказать, сколько стоит ремонт крыши в городе на высотных домах. Но сколько стоит ремонт крыши у нас в селе, я могу сказать. Но не в этом году, правда. В прошлом году одни мои знакомые ремонтировали свою крышу. Кстати, они болгары. И ремонтировали полностью свою крышу. Они поменяли черепицу и часть дерева. И обошлось им это больше 15 тысяч евро. Правда, крыша у них большая, где-то около 200 квадратных метров, но все равно сумма огромная. Они долгое время искали строителей, которые будут им ремонтировать. И самая дешевая цена была 80 лев за квадрат. Это стоимость только работ. За материал примерно такая же сумма, еще дополнительно. И это была самая низкая цена, которую они смогли найти. А с тех пор за этот год цены выросли еще сильнее. И даже не представляю, сколько сейчас будет стоить ремонт такой крыши. А в городах, тем более на большой высоте, расценки всегда выше. И, как я уже говорила, работа эта далеко не самая тяжелая в строительстве дома. Гораздо тяжелее, например, делать штукатурку. Цена на крыши все равно всегда выше. Вероятно, потому что это высоко, опасно, и особо хозяин не полезет туда смотреть, как и что они делают. А гарантию на свою работу дают далеко не все строители. И даже те, которые утверждают, что у них гарантия там год или два, это не факт, что гарантия эта на самом деле будет действовать. Именно поэтому практически на каждом столбе можно увидеть объявление по ремонту крыш. Но цены все равно очень большие.
Поэтому я бы не пыталась сэкономить, покупая квартиры на последних этажах. Потому что в итоге никакой экономии вы не получите. Со временем придется заплатить гораздо больше. И к тому же, если вдруг в вашем доме вообще нет лифта, то это, на мой взгляд, вообще ужасно. Потому что мы жили как раз на 5-м этаже без лифта, и для меня и моей собаки это было очень тяжело. Поэтому я сбежала в деревню. Кстати, первый этаж, здесь он называется партер, тоже я бы не советовала, потому что первый, партерный этаж и полуподвальный это сутерен по-болгарски, это тоже не сахар. В Болгарии при строительстве почти никогда не изолируют фундамент от влаги. И, соответственно, на этих этажах может быть очень сыро и некомфортно. Но это, конечно, мое личное мнение, мой опыт. Я уже представляю, что сейчас посыпятся комментарии, что я в этом ничего не понимаю. Но это в основном агенты недвижимости, которым нужно продавать жилье. Вот. А вы можете прислушиваться к моим советам, а можете делать так, как вы решите нужно. Конечно, я думаю, есть случаи, когда на верхних этажах вполне комфортно, большие лоджии, красивый вид, но, к сожалению, это все же редко. А я на сегодня прощаюсь с вами. Пишите в комментариях, что еще вам интересно. Я постараюсь сделать видео на эти темы. Всего доброго, всем пока!